Привет, друзья! Сегодня я буду вязать вот такие пинетки узором кукурузка. Вот этот узор. И давайте посмотрим, как это сделать. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Первое. Как рассчитать, сколько петель надо набрать на ножку определенного размера. Ну, к примеру, я буду вязать, например, на ножку 10 сантиметров, скажем, да, длина стопы ребенка. И можно померить, если есть ребенок рядом, ширину стопы. Ну или можно взять из таблиц, которые есть в интернете. Обычно на длину 10 сантиметров берется ширина где-то 5 сантиметров, 4,5-5 сантиметров. Ну вот, пусть будет 5. Есть таблицы на возраст детей, и можно тоже выбрать размер пинеток. Дальше. Второй момент. Мы провязываем образец. Вот я уже провязала специально, чтобы не тратить время. Я набрала 10 петель на спицу, вот здесь 10 петель, и провязала 10 рядов, чтобы понимать, сколько петель мне нужно набрать. Дальше берем сантиметр и меряем. Меряем, сколько у нас получается вот сантиметров в ряду, да, вот у меня 10 петель, это 4,5 сантиметра. Мы себе делаем пометочку. Кому не интересно расчет петель, вы можете пропустить видео, промотать, смотреть само вязание. Дальше меряем. 10 рядов у нас, и это получается вот 3 сантиметра. Вот. Пишем. Рядов это 3 сантиметра. Почему желательно делать расчеты, так как вы можете взять такую же нитку, как у меня, и даже те же спицы, но плотность вязания у нас с вами может быть разная, и, конечно же, тогда и размерчик получится немножко у нас с вами разный. У меня, кстати, я буду вязать нитками. Это детский акрил. Вот, хорошо подходит для детских вещей. Мне нравится, мягенький и хороший. Так, дальше рассчитываем. Смотрите. Чтобы мы начинаем вязать с подошвы, нам нужно набрать определенное количество петель. Пинетка, вот пинетки. Вот вяжутся, получается, когда вяжем, мы здесь делаем шов, мы потом сшиваем, вот отсюда и сюда мы сшиваем. Соответственно, нам нужно вот здесь набрать количество петель, умноженное на 2, так как будем сшивать, да, вот складываем пополам, получается. И вот количество рядов, это ширина. Смотрите теперь на рисунке. Я хочу, чтобы вы просто понимали, как не просто повторили и связали такие же точно пинетки, а потом хотите побольше, да, вот, а чтобы понимали, как рассчитать именно. Итак, у нас получается вот здесь идут ряды, да, вот здесь идут ряды. Вот здесь по кругу получается и тут это все ряды. Мы теперь считаем, нам нужно 5 сантиметров всего, да, в одном, 10 рядов это 3 сантиметра, соответственно считаем, сколько в одном сантиметре у нас рядов. Мы 10 рядов делим на 3 сантиметра, в итоге у нас получается где-то 3,3 ряда в одном сантиметре. 3 и 3 ряда в одном сантиметре, да. Нам надо 5 сантиметров ширина. Соответственно, мы 5 сантиметров умножаем на 3 и 3 ряда. И у нас тут что получается? Давайте посчитаем. 5 умножить на 3
и 3 у нас, получается 16,5. 16,5 ряда. Но так как нам надо четное количество, потому что рядов с двух сторон, да, мы возьмем 16. То есть мы уже знаем, что у нас 16 рядов. Дальше, смотрите, у нас получается 5 сантиметров, то есть 2,5 сантиметра с этой стороны, 2,5 сантиметра с этой стороны. Дальше у нас также будет тут 2,5 сантиметра и здесь. Ну вот у нас пошли ряды, да, как бы вот эти вот ряды. Соответственно, здесь одинаково, здесь вот все одинаково. Думаю, понятно. Дальше. И нам нужно 10 сантиметров, чтобы была длина. Точно та же математика. Вот у нас 10 петель, получается 4,5 сантиметра. Соответственно, в одном сантиметре у нас получается 10 делим на 4,5 равно, так, 10 разделить на 4,5, ну 2 и 2 петли, 2 и 2 петли. И дальше мы высчитали, сколько в одном сантиметре. 10 сантиметров, вот это, да, расстояние, 10 сантиметров минус вот это расстояние 2,5 сантиметра, оно у нас займет рядами. И вот это расстояние 2,5 сантиметра займет рядами. То есть минус 2,5 и минус 2,5. Чтобы было понятно. Получается 5 сантиметров. Вот это 5 сантиметров. Вот 5 сантиметров. Считаем, сколько петель у нас в 5 сантиметрах. Ну, это уже просто, да. 5 сантиметров у нас умножаем на 2 и 2 петли. В одном сантиметре у нас 2 и 2 петли. И у нас получается 2 и 2 умножаем на 5. Получается 11 петель в 5 сантиметров. Но так как у нас здесь идет шов, да, соответственно, мы сшиваем у нас в 2 раза, ну это сейчас все посмотрим, нам надо умножить на 2, у нас 2 стороны. Соответственно, умножить на 2 это 22 петли. И надо набирать нечетное количество петель. 22. Я буду брать 23 петли. 23 петли. Вот так. Сделали расчет. Теперь приступаем к вязанию. Я думаю, все тут понятно. Кому это нудно и скучно, вы можете пропустить, просто попробовать связать так, как вяжу я, да, по тому количеству. Ну и потом подбирать под свои ниточки. Можно и так сделать. Потом прибавить, например, несколько петель, себе прикинуть. Так. Не затягиваю я, можно на 2 спицы набирать, но мне удобно на одну. Набираем 23 петли. 1, 2, 3, 4, 5. 23 петли на спицах. Переворачиваем и вяжем первый ряд. Все ряды я буду сейчас вязать платочной вязкой. Первая, вторая, то есть все петли лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть 11 петель. Дальше я беру маркер, ставлю на спицу, то есть определяем сейчас вот среднюю вот эту петлю, провязываем ее, снова после нее я ставлю маркер второй и провязываю следующих 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 и 11. Провязали, переворачиваем вязание и снова вяжем лицевыми. Снимаем первую кромочную петлю. Дальше у нас будут идти в начале, в конце ряда и между маркерами. Вот после первого маркера и перед вторым маркером у нас будут идти накиды. Поэтому делаем накид вот после кромочной. И дальше продолжаем вязать лицевые петли. Снимаем маркер на спицу, делаем накид, провязываем среднюю петлю, снова накид, маркер и дальше продолжаем вязать лицевыми петлями до последней петли. Перед последней петлей мы также сделаем накид. Вот, дошли до последней петли, делаем накид, переворачиваем вязание. В этом ряду все петли провязываем лицевыми, накиды тоже провязываем. Вот первую кромочную снимаем. Дальше у нас идет накид. Здесь внимательно будьте. Если мы провяжем за эту стеночку, то у нас получится вот такая тут дырка и будет некрасиво. Поэтому, чтобы у нас не получилась дырка, можно взять петлю, снять со спицы, перекрутить и потом провязать вот так, да, то есть чтобы не получилась здесь дырка. Можно, ну то есть вы выберете вариант, которым вам удобно. Вот накид, и берем просто за вот эту вот стеночку, которая к вам, вот за первую стеночку петли, и провязываем лицевой, чтобы не получалась здесь дырка. И дальше вяжем также лицевыми все петли. Это у нас третий ряд. Провязали, снимаем маркер на спицу. И здесь то же самое проделываем. Накид провязываем вот за переднюю стеночку, чтобы у нас не получилась тут дырка. Провязываем среднюю петлю, накид также провязываем, маркер перекидываем и провязываем дальше. Снова накид провязываем. И последняя петля. Так, четвертый ряд. Первую петлю кромочную точно так же снимаем, делаем снова теперь накид после первой кромочной в начале ряда, и дальше вяжем также до маркеров. Маркер перекидываем, делаем накид. Тут у нас получается вот 1, 2, 3 петли, так как мы уже прибавляли. Снова накид, маркер снимаем и вяжем дальше. Перед последней петлей мы снова сделаем накид. Накид и провязываем последнюю петельку. Вот видите, уже идет, сейчас я покажу. Вот мы будем вязать, и у нас вот здесь идет уже больше, да, петелек. Вот мы будем сшивать вот таким вот образом, то, что я показывала вам на рисунке, вот так, и получится круглая подошва. Итак, продолжаем вязать необходимое количество рядов, прибавляя вот через ряд, да, получается один ряд мы прибавляем
петли, то есть делаем накиды. В следующем ряду мы эти накиды просто провязываем. У нас будет идти прибавочки вот по серединке и по краям. Набираем, вернее, провязываем количество рядов, которые вы для себя рассчитали. Всего у меня вот по расчету получается 16 рядов, но так как мы вот ставим вместе, да, сшивать будем, соответственно, с каждой стороны 8 рядов. Вот, понятно, думаю. Вот я покладу на рисуночек, вот, ложим и смотрим вот примерно то, что мы рассчитывали. Вот у нас в одну сторону идет, да, сколько там сантиметров или рядов, в другую сторону. Вот количество петель, которые мы посерединке набрали. И вот эти вот прибавочки, вот рядов, да, по краям. Ну, я думаю, понятно по рисунку. Итак, вяжем дальше. У вас может быть свое количество рядов. Провязала я необходимое количество рядов. В моем случае 8 рядов получается. Смотрите, как можно себя проверить, если, ну, все-таки платочная вязка, да, и здесь получается у меня сколько? 1, 2, 3, 4 дорожки. Вот. 1, 2, 3, 4. Получается, можно еще каким образом посчитать изначально для себя. Ну вот, к примеру, первая петля, да, вот единичка. Мы набирали в моем случае всего 23 петли, то есть здесь 11 мы набрали, 11, 22, 23, да. Это у нас был первый ряд. Так, второй ряд, вот себе пишем. Можно еще так вот себе делать. Во втором ряду мы начали прибавлять петли. Здесь мы одну петлю прибавили, затем 11 петель. Здесь одна так и остается посерединке, да, и от нее с двух сторон мы тоже прибавили по петле. Дальше 11 и еще одну петлю вот в начале ряда получается. Следующий третий ряд мы просто провязали все петли. Соответственно, получается здесь у нас 12 петель, здесь вот 3 петли посерединке, да, между маркерами, и здесь 12. Четвертый ряд мы снова прибавляем петли, то есть 1, 12, 1, тут 3, 1, 12, 1. Пятый ряд получается 13, 5 и 13. Ну, то есть вот сколько вы изначально посчитали рядов, да, у меня 8 получается. Вот, смотрите, вы можете вот так, да. И в итоге, когда вы провязали 8 ряд, вот в 8 ряду у меня получается накиды шли, то есть накид 14 петель, 1 петля, 7, 1, 14, 1. То есть в итоге у меня в данный момент на спицах можно себя перепроверить, если вы вдруг, ну, отлучились, бросили вязание, и какой это ряд, 5 или 6, ну, чтобы не высчитывать, да, там можно по количеству петель вот узнать. У меня в итоге должно получиться вот 15, 15, 30, 39 петель. Вот считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дальше, вот это 15 вот с одной стороны до маркера, да, дальше идет маркер, вот у меня накид 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 это накид. И пошел снова маркер. То есть все совпадает. 8 рядов я провязала. Все по расчету. Берем сантиметр. Ну, я все показываю уже так подробно очень. И меряем. Вот. Ну, давайте, где более ровненько. Вот так. Вот видно. 2,5 сантиметра у меня получается. Когда мы вот так
сошьем потом подошву. Вот у нас получается, да. Вот у нас тут 2,5, тут 2,5. В итоге вот после сшития, соответственно, у нас здесь получится 5 сантиметров. Ну, сейчас я так ровно не поставлю, так как это сшить нужно. Вот так. Думаю, всем все понятно на данном этапе. Подошву мы провязали. Дальше начинаем вязать вот в высоту. Я буду вязать узором кукурузка. Можно вязать той же платочной вязкой, продолжать. Для узора кукурузка нужно, чтобы на спицах было нечетное количество петель. Ну, мы и набирали нечетное, так как для вывязывания нам оно все равно нужно было. Вот у нас вот так. Дальше вяжем. Начинаем вязать. Как вяжем резинку 1 к 1. Первую кромочную снимаем. Следующая у нас здесь идет накид, да? Мы провязываем лицевой. То есть накиды мы сейчас будем провязывать по тому, как будет у нас вот 1 к 1 идти резинка, то есть лицевая. Дальше у нас идет изнаночная петля. Следующую провязываем лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Сейчас лицевая, тут накид вот идет. Ну, просто что я почему обращаю внимание, что накид, так как мы 9 ряд не провязывали, да, мы уже пошли вязать в высоту, чтобы лишнее у нас не была ширина стопы, то здесь вот смотрим просто как провязывать. Ну, так как лицевая, то мы точно так же за переднюю стеночку провязываем, либо переворачиваем петлю, чтобы здесь не получалась дырка. Лицевая, дальше изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Ну, снова вот накид лицевой получается. Ну, то есть, если изнаночная, соответственно, тоже надо будет переворачивать, к примеру, да, чтобы не получалась дырка. Лицевая. Так, это лицевая, теперь изнаночная. Так, снова накид, здесь идет лицевая и кромочную петлю провязываем. Завершили ряд. Вяжем второй ряд кукурузки, узор кукурузка. Первую кромочную петлю снимаем. Вторая петля, делаем накид вот на спицу перед вязанием, и вместе с накидом, вот с рабочей нитью, просто снимаем петлю на спицу. Дальше лицевая, и дальше снова переводим вот рабочую нить перед вязанием и вместе с изнаночной снимаем на спицу. Лицевую провязываем и точно так же снимаем накид вместе с петлей. Лицевая, и так вяжем до конца этого ряда.
Вот последняя изнаночная также с накидом сняли и провязываем кромочную петлю. Переворачиваем, вяжем следующий ряд. Первую кромочную снимаем. Дальше вот у нас идет накид, да, и петля. Мы точно так же, как в предыдущем ряду, вот перекидываем рабочую нить перед спицей и снимаем, то есть снимаем петлю, снимаем накид, который мы делали ранее, и еще накид прибавился. То есть вот так у нас получается петля и 2 накида сняли. Изнаночную петлю провязываем лицевой. Снова петлю перед работой и снимаем, получается 2 накида, 1 сейчас делаем, 2 накид с предыдущего ряда и саму петлю снимаем просто на спицу. Изнаночную провязываем лицевой. И так вяжем до конца ряда. Накид вот набрасываем, снимаем, а изнаночную лицевой. Вот, довязали до конца ряда, и точно так же здесь идет петля с накидом с предыдущего ряда, сюда тоже делаем накид, снимаем и последнюю петлю провязываем. Переворачиваем вязание, первую кромочную петлю снимаем. Дальше, там где у нас идет петля с 2 накидами, провязываем изнаночной. Изнаночную, вот следующую петлю, провязываем лицевой. Снова петлю с 2 накидами провязываем изнаночной, изнаночную петлю следующую провязываем лицевой. И так вяжем до конца этого ряда. Петлю с 2 накидами провязываем изнаночной, следующую петлю, она была изнаночная, провязываем лицевой. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Провязали до конца ряда, и видим, у нас вот получается вот такие зубчики, да, как у кукурузки. Потому и узор называется кукурузка. Вот так. Дальше. Следующий ряд у нас идет снова, как и начинали первый ряд узора, лицевая, изнаночная. Сейчас мы провязываем точно так же. Лицевая, первую кромочную сняли, дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. То есть раппорт узора кукурузка состоит из 4 рядов. Первый ряд у нас вот лицевая, изнаночная идет. Следующий ряд мы 1 накид делаем, да, на петельку. В следующем, в 3-м ряду еще 1 накид добавляем. И 4-й ряд мы провязываем все петли. Там, где накиды, провязываем. Ну, то есть повторяем узор. Сейчас я покажу еще вот ряд, начну. А дальше уже можно самостоятельно провязать. Провязали. Снова переворачиваем.
И вяжем следующий ряд. Первую снимаем, вторую петлю, вот у нас она изнаночная, делаем накид и вместе с накидом снимаем петлю на спицу. Следующую провязываем лицевой, дальше снова накид и вместе с петлей снимаем. Дальше лицевая, снова накид, вместе с петлей просто снимаем. Накид, тут провязываем, тут с петлей накид снимаем. И так вяжем. Провязали этот ряд, переворачиваем и снова вяжем. Первую кромочную снимаем, дальше петля у нас идет, вот изнаночная петля с накидом, мы сюда также добавляем накид, то есть накидываем нить и снимаем. Изнаночную петлю провязываем лицевой, здесь снимаем, провязываем изнаночную лицевой, здесь 2 накида и петлю снимаем, следующую лицевой. И так вяжем до конца ряда. Провязали этот ряд, и следующий ряд мы вяжем первую петлю, снимаем. Там, где у нас петля идет с 2 накидами, вот, мы ее провязываем изнаночной. Дальше следующая изнаночная, мы ее провязываем лицевой. Изнаночная, там, где петля с накидами. Следующая лицевая, изнаночная. Ну, то есть повторяем то, что мы до этого провязывали узор. И у нас вот получается уже 2 ряда кукурузки. Итак, вяжем до конца ряда. Провязала до конца ряда. Вот у нас уже 2 ряда кукурузки получилось. Мы провязали 2 раппорта узора. И вяжу теперь 3. Я думаю, понятно. Это вы можете провязать самостоятельно. Вяжем. Итак, провязала я 3 ряда узора кукурузки. Вот. Кстати, здесь получается, ну, я обычно здесь вяжу сантиметра 3. Вот так. Если есть возможность померить ножку ребенка, то тоже можно, конечно, высчитать вот это расстояние. Ну, если вы возьмете сантиметра 3, это для деток это нормальное расстояние в основном для всех размеров, скажем так. Так. Если вы будете вязать не узором кукурузка, здесь мы вяжем просто прямо. Вот у нас как было 39 петель, да, в моем случае, так у меня и осталось. То есть мы здесь вяжем просто прямо, без всяких прибавочек. Дальше нам нужно провязать вот этот вот мысок, получается, пинеток. Как мы это вяжем? Количество петель, которые у вас есть, мы делим на 3. Вот в моем случае это 39 петель. 39 делим на 3, это у нас получается по 13 петель. Итак, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ставим маркер. Так, в 13 петлю. Дальше получается с этой стороны точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тоже
ставим маркер в 13 петлю, то есть определяем края. И посерединке у нас тоже осталось 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все верно. Вот эти петли, серединку, мы сейчас делим еще на 3 части. То есть 13 поделить на 3. Нам нужно оставить здесь середину. 13, если делить на 3, там получается 4 с хвостиком. Поэтому мы берем с каждого здесь края по 4 петли. Вот 1, 2, 3, 4. Ставим маркер. Сейчас, чтобы было в 4-ю петлю. Вот. Дальше. С этой стороны тоже вот считаем 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. В 4-ю ставим маркер. Вот так. И у нас остается здесь посерединке 5 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Ну, у нас получилось такое количество. Если бы, ну, например, было бы не 13, там, а, скажем, ну, если 15 петель, то понятно, что 5, 5 и 5, да, здесь 3 делится, на 3 делится. Было бы, ну, например, там 16, скажем, петель. Мы бы оставили, ну, то есть смотрим, сколько там. Мы бы здесь взяли, например, одно, ну, одинаковое количество вот по краям, а здесь вот, возможно, меньше. Ну, то есть смотрим, делим, чтобы по краям вот было одинаково. Итак, мы поделили среднюю часть нашу 13 петель еще на 3. И теперь начнем вывязывать сам мысок. Теперь я возьму вспомогательную спицу и все петли, вот эти вот первые 13, сейчас перекину на вспомогательную петлю, ой, на вспомогательную спицу. Так, перебросили. И теперь будем вывязывать серединку, да, мысок. Для того, чтобы провязать, мы сейчас вот эти петли 1, 2, 3, 4 перебрасываем на правую спицу. Эти у нас остаются пока за работой на вспомогательной спице. А на вторую вот спицу, на правую, мы перебросили 4 петли. Дальше начинаем вязать вот эти 5 петель. Нитка у нас осталась вот с этой стороны. И мы берем ниточку либо другого цвета, либо просто из другого мотка. Если у вас всего лишь один моток, можно вытянуть вот как я из серединки. Сейчас найдем край ниточки. Можно таким образом вытянуть нитку. Так как здесь не сильно много нужно. Вот край. Так, вот край нитки я вытянула из серединки. Я буду вязать полностью белого цвета. Берем ниточку и присоединяем сейчас вот к первой петельке вот этой. Эти у нас на спице, а к этой петле мы присоединяем нить. Есть. Хвостик потом запрячется в вязании. И вяжем. Я буду также вязать лицевая и изнаночная. Провязываем все 5 петель. Ой, пятую не довязываем сейчас. Смотрите, провязали одну, которую присоединились, вторую, третью, четвертую, а 5-ю петлю мы будем провязывать вместе с петлей, которая вот маркер, на которой вот маркер. Мы разделили, которые петли. Провязываем. Вот так. Дальше
поворачиваем вязание. Эту первую, она у нас идет кромочная, мы просто снимаем и вяжем по рисунку. Ну, если я вяжу вот резиночкой 1 на 1, то так и провязываю. 4 петли провязала, а 5-ю петлю провязываю вот вместе с петлей, которая вот с этой стороны, маркер на которой, провязываю. Снова переворачиваю вязание. Кромочную петлю первую снимаю, остальные 2-я, 3-я, 4-я провязываю. 5-ю петлю мы снова вот соединяем с вот этой стороной, то есть провязываем 2 вместе. Петля, которая из этих 5, и следующая, которая после маркера. Провязываем. Дальше снова поворачиваем. Это является теперь кромочной, мы ее просто снимаем. Дальше 2-я, 3-я, 4-я. И снова вот после маркера петля, которая будет, провязываем вместе. Вот так. Снова поворачиваем. И снова первую снимаем кромочную, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 2 вместе вот. И так, пока мы не дойдем до маркеров. Снова поворачиваем. И снова провязываем. И тут провязываем 2 вместе. Вот так мы вывязали мысок. Вот он у нас получился. Красивый такой. Дальше эту ниточку можно с серединки обрезать. Она тут уже нам не нужна. Эти хвосты потом прячутся. И теперь перекидываем обратно со вспомогательной спицы на основные спицы петли. Вот так. Эти маркеры можно уже убрать, они не нужны. Мысок мы уже провязали. Не обязательно вязать резиночкой, можно просто лицевыми петлями, то есть любым узором, который нравится. Можно другого цвета вязать, вот мысок выделять. Вот так. Дальше нам нужно провязать в высоту вот эту. Здесь тоже выбираете, можно и побольше, можно меньше, можно резинкой вязать, можно также узором, например, кукурузкой вязать, с подгибом, без подгиба. Тут уже у каждого своя фантазия. Нужно обязательно сделать дырочки, можно чаще, можно реже делать опять-таки. Итак, сейчас мы провяжем ряд и будем делать вот эти вот дырки для завязок для начала. Этот ряд я провязываю сейчас лицевыми петлями. Провязали этот ряд. Дальше следующий ряд мы будем прибавлять сейчас, вернее, мы будем делать. Провязали ряд, дальше переворачиваем вязание, вяжем следующий ряд. Здесь мы будем готовить петли для дырочек. Итак, первую кромочную снимаю, делаю накид, 2 следующие петли провязываем изнаночной вместе, провязали, снова накид и 2 петли вместе,
То есть мы как бы одну петлю прибавляем и тут же ее забираем, чтобы у нас не увеличивалось количество. И тем самым мы делаем дырочки для шнурочка, либо ленту, там кто что хочет вставить уже. Накид, 2 вместе изнаночной. Изнаночный ряд мы вяжем изнаночными. 2 вместе, накид, 2 вместе, накид. И так вяжем до конца этого ряда. Я думаю, все тут понятно. В конце ряда вот получается накид и последние 2 петли вместе. Провязали, поворачиваем вязание и вяжем. Первую кромочную снимаем и за вот первую переднюю стеночку провязываем лицевой, следующую лицевой, и так все петли лицевыми, и вот получаются у нас вот такие вот дырки для шнурочка. Вот за вот переднюю стеночку, которая перед вот на вас смотрит, перед спицей. Если за заднюю стеночку вот возьмем, то мы, так как там нужно было закрыть дырочки, да, то вот так получится и дырка не выйдет. Вот здесь именно нужно оставить вот так. И так вяжем до конца ряда. Провязали. И теперь вот видно, да, наши пинеточки уже вот так смотрятся. Вот уже на что-то похоже, да, вырисовываются. И теперь будем провязывать. Вот здесь зашьем, потом вот так. И теперь будем провязывать высоту. Я также буду вязать узором кукурузка. Можно вязать, как вот на примере этих пинеток, просто резинкой вот провязать. Можно просто резинкой, можно объемной резинкой вязать. Здесь я, по-моему, объемной резинкой провязывала. Ну, то есть выбираете варианты. Итак, буду вязать узором кукурузка, поэтому с изнаночной стороны у нас идет первый ряд узора кукурузки, помним, да, уже как мы вязали. Первая кромочная снимается, дальше вяжем лицевой, изнаночной, лицевой, изнаночной петли до конца ряда, то есть как резинку вяжем лицевая, изнаночная. Это первый ряд кукурузки. Второй ряд вяжем узор кукурузка, первая петля кромочная снимаем, следующая петля на спицу делаем накид вот перед работой и петлю вместе с накидом снимаем, следующую провязываем лицевой, снова накид вместе с петлей снимаем, дальше лицевая, и так вяжем до конца ряда. В принципе, узор кукурузка, я думаю, понятен, мы с вами вот здесь провязали. И теперь вяжем точно так же, если вы хотите вязать узором кукурузка вверху, либо любой другой узор. Следующий ряд, третий. Кромочную снимаем, следующая петля у нас идет с накидом, мы делаем еще один накид и снимаем уже петлю с 2 накидами, следующую лицевой провязываем, снова 2 накида и петлю просто снимаем, следующую лицевой, и так провязываем до конца ряда.
Провязали ряд до конца, и следующий 4-й ряд узора кукурузка мы провязываем. Снова первую кромочную снимаем. Дальше у нас идет снятая петля с 2 накидами, где мы провязываем изнаночной. Потом здесь идет изнаночной, да, мы ее провязываем лицевой. Снова изнаночная, там где 2 накида с петлей. Следующая лицевая, изнаночная, лицевая. Ну и так вяжем до конца ряда. Провязали этот ряд, и так первый ряд узора кукурузка у нас готов. Сколько будет этих рядов кукурузки, вы уже для себя сами решите, то есть провязываем какое там хотите расстояние. Ну, я думаю, сантиметра 4 вот можно провязать. Вот. То есть вяжем там 4-5 рядов кукурузка. Дальше уже самостоятельно, я думаю, вы провяжете этот узор. Я провязала 4 ряда кукурузки, то есть 4 раппорта узора. У меня это получилось вот 4 сантиметра, достаточно. Так, после того, как провязали, заканчиваем этот узор лицевая и изнаночная. Я уже провязала, ну как бы как начало раппорта. И теперь будем закрывать петли. Так. Кромочная у меня и следующая идет изнаночная, поэтому сразу закрываю вот как изнаночной. Потом следующая у меня лицевая, закрываю, как бы провязывая лицевой 2 петли, потом снова изнаночной. Для чего так делать? Не все там лицевой, не все изнаночной закрываю. Сейчас покажу. Так, изнаночной 2 петли вместе, дальше лицевой, и так до конца ряда. Почему именно делаю так? Потому что если провязать вот эти все лицевыми петлями, закрыть, будет стягивать вот эту резиночку и будет тянуть, и будет не очень красиво. А так получается красиво вот окончание. Поэтому если у вас лицевая изнаночная, то вот закрываем именно таким вот образом. 2 петли вместе вот изнаночной, 2 петли вместе лицевой. Можно завершить также ряд вот вверху, провязать ниточкой, скажем так, да, там последние там 2 ряда, 3 ниткой другого цвета можно выделить. Но я эти пинетки захотела связать просто белоснежными, беленькие такие красивые. Закрыла последние 2 петли, и вот у меня на спице остается 1 петля, и я ее тоже закрываю, вытягиваю нить, и можно отрезать. Ниточку вытягиваю немножко побольше, чтобы этой же ниткой потом сшить пинетки. Все, затянули петлю. Дальше, вот у нас внутри здесь хвостики остались. Для этого можно взять крючок и при помощи крючка запрятать в вязании вот эти хвосты. И вот так между петель протягиваем ниточку. Вот лишний хвостик можно отрезать. Точно так же прячем и эту нить. Все, тут все красиво. И теперь нужно сшить. Берем иголку и при помощи иголки с ниткой, вот этой, которую мы оставили, сшиваем. Кстати, вот этот хвостик тоже можно сразу же запрятать, чтобы он нам уже не мешал. Так, берем
иголку с большим ушком. У меня игла специально для вязания, чтобы сшивать. И начинаем сшивать. Протягиваем. Переходим к другой стороне. Протягиваем нить к следующей стороне. И таким образом аккуратненько все сшиваем. Вот такие пинеточки получаются. Давайте проверим размер. Так, берем сантиметр и вот 5 сантиметров ширина. Давайте посмотрим, что у нас с длиной. И 10 вот сантиметров получается у нас, ой, видно, 10 длина. То есть все четко. Вы можете сами по возрасту или если есть ножка, теперь рассчитать, не смотреть, какого размера я вяжу, а вам надо, например, связать на годовалого ребенка побольше пинетки, и как же рассчитать петли. То есть я постаралась максимум подробно рассчитать, показать, как это делается. Вот так. Ну и дальше вставляем в эти дырочки, соответственно, ленту, либо шнурочек, что мы хотим. Вот можно беленький, раз у меня беленький. А, кстати, попробовала, у меня такая нежно-розовая лента. Довольно-таки неплохо тоже с этой лентой получается. Ну, возможно, ее сейчас и вставлю. То есть подберу то, что мне больше нравится. И вставляем вот в эти дырочки, которые мы с вами приготовили. Если вы используете ленту, как я, то, соответственно, вот край ленты нужно срезать и обжечь, чтобы не сыпалась лента. Затем можно смело ею пользоваться, как завязкой. Ну или берете шнурочек, тот, который вы либо сами заготовили, либо купили что-то красивое, как украшение. Смотрите, очень красиво получается с нежной розовой тоже лентой. Можно белую, можно розовую брать. Вот так. Вот так. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Постаралась подробно все показать, рассказать, как и что, чтобы вы сами смогли связать пинетки именно на тот размер, который вам нужно. Но узор выбирайте уже сами. А хотите, делайте как я. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал, если вы не подписаны. Также на Instagram, там заранее выходят фотографии поделок моих работ и не только. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. И поделитесь этим видео с друзьями, чтобы побольше людей могли увидеть. А мне это будет приятно для продвижения моего видео и канала. Всем спасибо. Пока-пока.